Север Западной Сибири. Обширные безлесные пространства российской Арктики, занятые специфической, во многом уникальной и хрупкой экосистемой – тундрой. Эти территории хранят в своих недрах огромные запасы природного газа. Более 30 лет назад здешние месторождения газа стали осваиваться. Тундра обросла кустами скважин, заводами по подготовке газа, дорогами, трубопроводами. С тех пор исконные жители тундры, ненцы и вся местная природа научилась жить в новом окружении. Удивительно, но до недавнего времени здесь, на Ямбурском месторождении, одном из крупнейших в мире, зоологические и научные исследования практически не проводились, и о местной фауне было известно очень мало. Какие виды птиц здесь обитают, какова их численность, как они приспособились к жизни рядом с объектами добычи газа. Изучению этих вопросов мы посвятили последние 5 лет своих исследований, и наш сегодняшний рассказ об очередной экспедиции детской экологической станции на Ямбурское месторождение. Путешествия, экспедиции, открытия. Кто из нас в детстве не мечтал о дальних странствиях и не представлял себя первооткрывателем? Для немногих детские мечты сбываются, потому хлопоты экспедиционных сборов всегда приятны. Для нас это уже 5-я экспедиция на Тазовский полуостров. С опытом процесс подготовки упрощается, каждый участник знает задачи и свою роль в подготовке, что нужно проверить, что не забыть. Научные же цели с каждой экспедицией усложняются, но для нас становятся все интереснее. На этот раз наша экспедиция отправляется на поиски и изучение одной из самых узнаваемых хищных птиц на планете. Она распространена по всему земному шару, но в то же время очень редкая и уязвимая, а потому требующая особого внимания и постоянного мониторинга. Сапсан всегда привлекал человека своей красотой и охотничьими навыками, и издавна считался одной из самых ценных ловчих птиц. Однако история взаимоотношений этого сокола с людьми полна разнообразных, иногда трагичных событий. В конце XIX и первой половине XX века борьбу с хищными птицами, как вредителями охотничьего хозяйства, проводили повсеместно. Не обошла эта участь и Советский Союз. Практика отстрела хищных птиц прекратилась после знаменитой дискуссии на страницах журнала «Охота и охотничье хозяйство» в 1964 году, когда отстрел, отлов и разорение гнезд хищников были запрещены. В годы Второй мировой войны в Западной Европе сапсан также оказался под угрозой. Чтобы снизить риски хищничества сапсана на почтовых голубях, которые широко использовались британской военной разведкой для доставки сообщений, специальным приказом британского правительства было узаконено уничтожение сапсанов и их гнезд на основании специальных разрешений. К счастью, после окончания войны действие приказа прекратилось, а численность сапсана восстановилась. Наконец, самое сильное потрясение мировая популяция сапсана пережила во время широкого использования хлорсодержащих пестицидов, включая ДДТ, в сельском хозяйстве и здравоохранении. ДДТ попадал в ткани хищных птиц через пищевые цепи. Это приводило к гибели взрослых птиц, а также к уменьшению толщины яичной скорлупы хищников, что снижало эффективность размножения. Глубокая депрессия численности сокола прекратилась только после запрета использования ДДТ, и к концу XX века популяции сапсана во многих местах постепенно восстановились. Как видно,
История Сапсана в последние 100 лет – это история постоянно возрастающего антропогенного пресса на его популяции. Но Арктика – это малоосвоенные территории, и считается, что арктические популяции сокола наиболее стабильные и многочисленные. Но как тундровый сапсан чувствует себя в условиях, когда человек начинает осваивать и северные территории? Чтобы это узнать, мы приехали сюда, в тундры Тазовского полуострова, на Ямбурское месторождение. В начале наших поисков мы посещали все, на наш взгляд, пригодные для гнездования сапсана участки. На лодках, автомобилях, пешком преодолели огромные расстояния, покрыли учетами сотни и тысячи километров. После нескольких лет исследований на одном из участков месторождения мы обнаружили стабильную и довольно многочисленную группировку сокола. Оказалось, что здесь сапсан благополучно гнездится на берегах рек совсем недалеко от объектов добычи газа. Такое соседство промысловых дорог и гнездовых участков сапсана создает идеальные условия для организации здесь удобной мониторинговой площадки. Участка, где на постоянной основе можно проводить наблюдения за состоянием местной популяции соколов. Один из важных показателей, которые мы изучаем, это занятость территорий, то есть доля участков, занятых сапсанами в текущем году, от количества гнездовых территорий, выявленных за все годы исследований. Многочисленные наблюдения в разных частях ареала показывают, что снижение этого показателя свидетельствует о депрессии численности сапсана. Во время посещения гнезд удается делать интересные наблюдения. Так, например, этой самке сапсана всего год, о чем говорят бурые пятна в ее оперении и расположение пестрин на груди. В этом возрасте соколы обычно не гнездятся, и эта самка готова размножаться в первый же год жизни. Однако успех ее гнездования невысок. Всего один птенец, вылупившийся к тому же на 2-3 недели позже птенцов из других гнезд. Успех гнездования – это второй важнейший показатель. Для его выявления необходимо посетить гнездовой участок каждой пары сапсана как минимум дважды – в период насиживания кладки и перед вылетом птенцов. Таким образом можно определить, какая часть из отложенных яиц развилась во взрослых птиц. А на этом гнездовом участке живет пара соколов с необычными гастрономическими пристрастиями. Сапсаны орнитофаги. Это значит, что они питаются почти исключительно птицами. Об этом говорят многочисленные остатки пищи у гнезд. И эта же пара не прочь полакомиться рыбой, что для сапсана очень большая редкость. Необычная находка остатков пищи у гнезда сапсана. Челюсть щуки, рыбий позвоночник, еще фрагмент позвоночника. Некоторые сапсаны, в том числе в Англии, они питаются смолой рыбой. И вот эта пара, по всей видимости, тоже иногда практикует питание рыбой. И это уже второй год подряд мы здесь находим рыбьи объедки. И это очень необычно для сапсана. Наш полевой лагерь встречает очередной экспедиционный день. Он, как и предыдущие, будет посвящен визиту на гнездовой участок сапсана, один из тех, которые мы посещаем ежегодно на протяжении последних 3 лет. Организация подобных регулярных исследований особенно важна в таком месте, как действующие месторождения, где природа вынуждена приспосабливаться к новым условиям. На этот раз мы идем к сапсанам, которые гнездятся всего в 200 метрах от действующего куста скважин. Они подпускают к себе наблюдателей очень близко, а самка поздно покидает гнездо. Это своеобразная поведенческая адаптация соколов к близости антропогенных объектов. Однако даже для таких смелых птиц частые посещения могут стать причиной гибели кладки или птенцов.
Поэтому важной мерой охраны вида является организация так называемых зон покоя, то есть территорий с запретом на посещение в период гнездования. А при посещении в исследовательских целях должны соблюдаться определенные правила. Не посещать участки в холодную дождливую погоду, минимизировать время нахождения у гнезда и количество визитов, необходимых для изучения ключевых индикаторов состояния популяции. К счастью, здесь, в месте наибольшей концентрации гнездовых территорий, интенсивность движения автотранспорта и посещения объектов людьми невысока, а охранный пропускной режим и запрет охоты позволяет надеяться и на минимизацию такого фактора, как браконьерство. Наши наблюдения показали, что состояние местной популяции сапсанов можно оценивать как стабильное. Но также мы обнаружили, что серьезная угроза благополучию соколов все же существует. Как и для многих перелетных птиц, лимитирующие факторы для сапсана действуют не на местах размножения, а на зимовках и путях миграций. Понять это нам помог метод исследований, который применяется орнитологами уже более 100 лет – кольцевание. Цветные кольца с индивидуальными номерами и данными центра кольцевания позволяют изучать пути миграции и места зимовок, продолжительность жизни и сроки полового созревания, поведение отдельных особей и прочие особенности биологии птиц. В июле 2020 года нам удалось снабдить такими птичьими паспортами 20 птенцов. Вот один из них, с номером 59 на кольце. А в октябре того же года этот самый сапсан, подросший и окрепший, был пойман в далеком Пакистане. Учитывая, что сапсаны покидают гнездовые участки в сентябре, этой самке понадобилось около месяца, чтобы преодолеть расстояние в 4000 километров. Оказалось, что здесь, вблизи города Схоп, эта птица была поймана браконьерами с целью продажи на черном рынке в страны Ближнего Востока. Нам удалось связаться с человеком, который сообщил о поимке птицы. Его зовут Камран, и он является главой Пакистанской ассоциации сокольников. Hi, Kamran. Hi. Glad to see you. Прежде всего, спасибо, что согласились поговорить с нами. Мы рады вас видеть и счастливы, что можем узнать информацию о нашем соколе из первых рук. Так как вы узнали о поимке нашей окольцованной птицы? Кто и для чего ее поймал? В последние несколько лет мы собираем данные о торговле соколами в Пакистане. Собираем и сохраняем любую информацию из мест, где соколы были пойманы. Фотографии и другие доказательства отлова. Мы работаем над поиском людей, которые незаконно торгуют соколами. Теперь взаимодействие стало намного проще. В Пакистане есть много групп в социальных сетях, с которыми мы работаем. Мы работаем с подпольными сетями ловцов. Так мы наткнулись и на сокола, которого вы окольцевали. Я знаю, что вы пытались освободить птицу. Почему это не удалось сделать? Как только мы узнали о птице, мы связались с владельцами и попытались договориться с ними об освобождении сокола. Но проблема заключалась в том, что владелец сокола уже заплатил ловцу. Птица была продана из рук в руки уже дважды, и цена каждый раз возрастала. Из-за высокого спроса на птиц и высоких цен владельцы не готовы с ними расставаться. Люди, которые вовлечены в этот бизнес, ловят соколов ежегодно в одном и том же месте. Для них это средство к существованию. Они ловят и продают соколов на черный рынок. Люди в местных общинах также заинтересованы в этом. Они приветствуют такую практику браконьерства, и к тому же считается, что поимка сокола приносит удачу. Можете ли вы оценить, как много сапсанов ежегодно отлавливается в Пакистане? Я бы сказал, что ежегодно отлавливается более 2000 птиц. Это сапсаны разных подвидов, включая шахинов. 2000 птиц ежегодно – очень много. Также из вашего аккаунта в соцсетях я узнал, что вы занимаетесь реабилитацией и выпуском в природу соколов и других хищных птиц. Не могли бы вы рассказать немного о вашем опыте?
Мы работаем с местным департаментом охраны дикой природы и пакистанской таможней. Всякий раз, когда они конфискуют хищных птиц, которые нуждаются в реабилитации, мы им помогаем. В основном хищные птицы, которых конфискуют, находятся в плохом состоянии, истощены, со сломанными перьями. Мы их держим до тех пор, пока они не восстановятся и не будут готовы к выпуску в дикую природу. Мы также содержим Центр спасения и реабилитации хищных птиц в Пакистане. Масштабы последствий браконьерского отлова сапсанов в Пакистане, по словам Камрана, еще более возрастают вследствие использования для их ловли мелких соколов, значительная часть из которых вследствие ненадлежащего ухода или во время ловли погибает. Для приманок используют даже более мелких самцов сапсанов. То же происходит и во время контрабандного вывоза соколов по морю в страны Персидского залива, когда выживает меньшая часть транспортируемых птиц. Первый птенец — цевка, 59,8. Новости о поимке нашего сокола мы восприняли неоднозначно. С одной стороны, мы получили то, чего хотели, то есть ценную информацию об окольцованной птице. С другой стороны, сведения о масштабах угрозы, которые мы впоследствии собрали, заставляют по-новому взглянуть на возможное будущее ямбурской популяции сапсана. Наши заочные путешествия на зимовке сапсанов на этом не закончились. Уже в следующем году на одном из гнездовых участков мы встретили вот эту самку сапсана. 2 веревочки на ногах – опутинки. Их применяют сокольники, чтобы удерживать птицу в руках во время охоты и тренировок. Эта птица когда-то использовалась как ловчая. Зная, что арабские владельцы соколов часто снабжают своих питомцев кольцами с опознавательными знаками, мы поставили камеры на гнездо этой самки в надежде получить больше информации. Проверяя результат съемки, мы с удовлетворением понимаем, что самка села на гнездо, на ней действительно есть кольца, а на кольцах надписи. На одном из кадров удается четко рассмотреть надпись «Катар». Очевидно, птица сбежала от своего владельца из этой ближневосточной страны. Такое могло случиться во время охоты с соколом. На кольце можно разглядеть еще и цифры, скорее всего, номер телефона. Однако прочесть все цифры оказалось весьма непростой задачей. 55 получается код оператора, а вот 907 плюс 974 это код страны Катара. И получается дальше еще 6 цифр должны быть номера. 55, 6 цифр должно быть, а у нас 4 всего лишь. Еще 2 цифры должно быть. Ну нету. Может, что это? 900? Не видно? Похоже на 9. Номер телефончика. Вот Сейчас он. будем звонить арабам. Совместно с детьми. Совместно благодаря Марату в том числе, да, мы получили номер телефона бывшего владельца сапсана. Будем звонить. Давайте позвоним сейчас. Не откладывая дело в долгий ящик, мы набираем полученный номер. Hello. Hi. Hello, hi. Do you speak English? Yeah, listen, not too much. We took a picture of your falcon today. Is it your bird? Oh, this falcon, I think I lose it in Jordan. You know Jordan? Владелец птицы действительно из Катара, его столицы Дохи. Мы узнали, что эта самка была поймана в Иордании, то есть
там также располагаются места зимовок или пролета тазовских сапсанов, и там также практикуют отлов соколов. Хамад, так зовут бывшего владельца, прислал фотографию этой птицы сразу после приобретения, датируемую осенью 2019 года. На ней видно, что самка молодая, то есть нам известен и возраст этой птицы, ей всего 3 года. Сбежала она от своего владельца также в Иордании, куда Хамад ездил на охоту. Okay. Thank you so much. Победа! Найти, добиться, узнать и дозвониться. Все. Хамад и Соня. Для нас новые открытия действительно стали маленькой победой. Долгие усилия позволили получить ценные сведения о возрасте птицы и местах зимовок. Это является и маленькой победой для ямбурской популяции сапсанов. Ведь эта самка, сбежав из неволи и вернувшись в родные края, уже 2-й год подряд выводит по 4 птенца. Оказалось, что наши коллеги-орнитологи на соседнем полуострове Ямал также неоднократно встречали гнездящихся сапсанов с арабскими кольцами. Эти находки подтверждают, что браконьерский отлов птиц на зимовках может создавать реальную угрозу для западно-сибирской популяции тундровых сапсанов. На том же полуострове Ямал в последние 11 лет наблюдается устойчивое снижение числа занятых сапсанами гнездовых территорий. Справедливости ради следует сказать, что мы ничего не знаем как о причинах такого снижения, так и о степени влияния отлова на гнездовую численность птиц. Однако очевидно, что на фоне браконьерства на зимовках увеличение антропогенного воздействия на гнездовых территориях может привести к катастрофическим последствиям. Потому является особенно важным поддержание сложившихся здесь условий для успешного воспроизводства тех птиц, которые возвращаются с зимовок. А чтобы улучшить наши знания о причинах колебания численности, существующих угрозах и возможных охранных мерах, важно и нужно продолжать регулярные наблюдения на ямбурском месторождении, на месте рождения соколов.